4 мая 2022 года я 13 часов шел на байдарке по маршруту от села Нижняя Добринка Камышинского района до набережной Камышина возле станции скорой помощи. Этот поход в моей копилке был 4-й, так что на этот раз и сам я был уже подготовлен физически, вел себя более грамотно на маршруте, а именно выбрал с более-менее терпимым ветром погоду и по силе, и по направлению. Второе, для устойчивого хода на ветер в нос лодки положил трак гусеницы ДТ-75. Нос не так поднимался и ветром уже не отгоняло меня назад. Третье, подобрал калорийную пищу и нужное количество воды. Я иду, прикрывшись мысом у ракового бугра. Но что будет за мысом, за этой ветровой тенью, слышно, как шумят волны. Видно пенные гребни. Это мне не нравится. Приходится сражаться с ветром и думать, а выполнил ли я то, что запланировал. Дойду ли от Добринки до Камышина. Впереди Ураков бугор. Волнение, кажется, чуток утихло. Кажется. Я боюсь сглазить. Ай, какая красота, какая красота. 3 часа до Уракового бугра приходилось идти против довольно свежего ветра. Волны были хотя и большие, но без пенного гребня, так что это было терпимо и не опасно. Вся обрывистая часть берега усеяна обвалами. Во многих местах камни опоки довольно свежие, крупные, с острыми гранями. По-видимому, это произошло нынешней весной, когда шторма при высокой воде терзали берега. На начало марта, а именно тот день, когда я шел, воду водохранилище сбросили. А вот таких образований я еще не видел. Пироги из ракушек. Вот это месторождение. И она длится метров 100. Интересно, интересно. Но такие экземпляры у меня есть. А вот пташка. Пташке я привет передаю. Я подошел к дубам. Я достиг Уракового бугра и по оврагу подошел к дубам. Вот я их обнимаю спинкой. Мой хороший, пусть сила перейдет, пусть сила дуба перейдет в меня, потому что мне еще как предстоит много ехать. Раза в 2, а то и в 3 больше, чем я сейчас прошел. Я не пойду на бугор. Я не пойду к пещерам, потому что время не позволяет. Но я уже делал материал об этом великолепном, роскошном месте природы, памятном в историческом плане и в геологическом, ботаническом.
Место роскошное, роскоснейшее, роскоснейшее. Ураков бугор – это территория природного парка Щербаковского. Мне повезло, и здесь я встретил косуль. Ой, побежали! Мне даже показалось, что они были мне рады. Можно было посидеть ночку и встретить еще зверушек, но надо было плыть. Участок за Ураковым бугром очень серьезный. Ветер, оказывается, не стих. Ну, может быть, если стих, то на 0,5%. И у меня сейчас я остановил лодку, тут же развернула. Но я думаю, здесь потом дальше будет легче. Мыс Горн, так я, набравшись наглости, окрестил мыс с Ураковым бугром, заставил поработать веслами более энергично, чтобы противостоять ветру и волне. Но когда я вышел к устью речки Ураковки, погода резко изменилась. Именно в этом районе археологи вели раскопки первобытного человека. Стоянку исследовали, находили отщепы кремневые, наконечники из кости. Вот я читал. В общем, место такое уютное, тихое, если ветра нет. Так хорошо летом. За все время, что я нахожусь сейчас на воде, это где-то 6 часов, я не встретил ни одного рыбачка. Ни на моторной лодке, ни на резиновой. Только вот след самолета, да голоса лягушек. Но я к ним не пойду, потому что времени мало. Дистанция большая, ветром меня сильно тормознуло. Так что надо торопиться. Ну, мы еще встретимся. Поем вместе, лягушетки. Лягушечки, царевны. Ветер стих, волны потеряли круизну, превратились просто в широкие валы, похожие на вздохи живого водяного пространства. Это позволило сделать много видео и фото, зарисовок с солнышком, без солнышка. К сожалению, утки и чайки вели себя осторожно и не позволяли подойти близко. Но и того, что было заснято на воде и берегу, было прилично и так, чтобы можно было показать на канале. Часа 4 я шел в темноте, ориентируясь на огни Николаевки, Камышина, дачных массивов, звезды Бакинов, огни сел, устал серьезно. Минут 20 лежал на надувном коврике на набережной под фонарем, прежде чем приступил к упаковке лодки в мешок. Если бы невозможность вызвать и воспользоваться такси, я бы открыл дверь подъезда уже при солнышке. Итак, все закончилось отлично. Небо с облачком в ковыльной бороде, что-то шепчут волны в камушках прибоя. Мы не встретились на берегу с тобою, поищу тебя я на воде. За мыском мысок, бухта да песок, камыша, веселая метелка. Волны серебром, дуб стоит шатром, лютики горят свечой в светелке. За бортом водицу шлепает весло и бросает капли бусами на лодку. И опять с погодой майской повезло.
Для тебя все эти видео и фотки. За мыском мысок, бухта да песок, камыша веселая метелка. Волны серебром, дуб стоит шатром, лютики горят свечой в светелке. Перемешиваю небо и водицу, и вдыхаю взбитый волнами, как ты. В синеве стихи пытаюсь раствориться и разглядеть тебя за 3-9 земель. За мыском мысок, бухта да песок, камыша веселая метелка. Волны серебром, дуб стоит шатром, лютики горят свечой светелки. Не нашел тебя сегодня, не догнал, лишь платьице мелькало чайкой проворной. Возле ямки следа будет мой причал, за тобою завтра полечу повторно. За мыском мысок, бухта да песок, камыша веселая метелка. Волны серебром, дуб стоит шатром, лютики горят свечой светелки. Эх, за мыском мысок, бухта да песок, камыша веселая метелка. Волны серебром, дуб стоит шатром, лютики горят свечой в твоей светелке.